Зимой животным особенно тяжело. Морозы и пронзительный ветер становятся настоящим испытанием для бездомных котов и собак, которые не всегда могут найти себе укрытие. Эта история – яркое напоминание о том, как важно проявлять милосердие к братьям нашим меньшим, особенно в холодное время года, когда даже несколько лишних минут на улице могут стоить им жизни. Ранним зимним утром, когда температура воздуха опустилась до рекордно низкой отметки, в службу спасения животных поступил тревожный звонок. В трубке послышался взволнованный женский голос. «Пожалуйста, приезжайте срочно. Здесь, во дворе у соседей, собака замерзает». Я пыталась достучаться до них, чтобы помочь животному, но они не открывают дверь. Собака лежит прямо под их дверью, ей совсем плохо. Нужно что-то сделать немедленно. Волонтеры, услышавшие этот крик о помощи, незамедлительно отправились на место. Когда они прибыли, перед ними предстала ужасающая картина. Возле дверей одного из домов лежала крупная собака. Ее лапы были неподвижны, дыхание слабым, а изо рта вырывались облачка пара, почти незаметные на морозном воздухе. Животное тихо скулило, пытаясь подать хоть какой-то сигнал о том, что оно еще живо. Судя по многочисленным царапинам на двери дома, собака изо всех сил старалась попасть внутрь, в тепло. Однако никто из людей, находившихся в доме, не обратил внимания на ее страдания. Волонтеры с трудом сдерживали эмоции, видя это безразличие. С каждой минутой было все очевиднее, что животное находилось на грани жизни и смерти. Собака с трудом дышала. Ее лапы, обмороженные и покрытые ледяной коркой, выглядели так, словно ее бросили на произвол судьбы в самую лютую стужу. Волонтеры сразу же начали оказывать первую помощь, они завернули ее в теплое одеяло, обложили грелками и попытались отогреть, чтобы предотвратить дальнейшее переохлаждение. Когда дверь дома наконец открылась, выяснилось самое страшное. Внутри находились хозяева животного. Они все это время сидели в тепле и слышали, как их собака царапает дверь, скулит и просится внутрь. На вопрос волонтеров, почему животное оказалось на улице в такую погоду, люди лишь равнодушно ответили: «Нам она больше не нужна. Забирайте, если хотите». Как оказалось, в доме жила еще одна собака, здоровая, ухоженная, с блестящей шерстью. На фоне страдающего животного, лежащего за дверью, эта картина выглядела особенно жестокой. Видимо, для хозяев одна собака была ценной, а другая – просто ненужным грузом, от которого они решили избавиться. Волонтеры отвезли собаку в ближайшую ветеринарную клинику, где ей дали имя – Близзард, в честь снежной бури, из которой ее удалось спасти. Врачам пришлось приложить немало усилий, чтобы спасти жизнь животному. У Близзарда диагностировали сильное воспаление легких, вызванное длительным пребыванием на морозе. Его лапы, серьезно обмороженные, требовали долгого лечения и особого ухода. Несмотря на тяжелое состояние, Близзард проявил невероятную волю к жизни. Каждый день он сражался за свое право на будущее, и усилия врачей не были напрасны. Постепенно он начал восстанавливаться. Спустя несколько месяцев упорного лечения Близзард полностью поправился. Его глаза, которые в день спасения были полны боли и отчаяния, вновь засияли жизнью и благодарностью. История Близзарда не оставила равнодушным никого. Когда он наконец был готов к переезду в новый дом, волонтеры долго искали для него идеальную семью. И такая семья нашлась. Теперь Близзард живет в уютном доме с любящими хозяевами. В семье уже есть две другие собаки, с которыми он быстро подружился. Новые владельцы окружили его заботой и теплом, которых он так долго был лишен.